Я всех приветствую, мы уже разогрелись, неплохо, да, для начала. Вот, так давно мы уже с многими из вами уже виделись, да, я уже с вами со всеми здоровался. Обо всем об этом вы узнаете чуток позже, поэтому обязательно ролик досмотрите до конца, ничего не пропускайте, будет прям все интересно. Ну а всем вам желаю приятных просмотров, продолжаем нашу работу. Сегодня, надеюсь, будет конкретный финиш, да, мы с вами это все сделаем. Обязательно поддержите, и я сделаю, я справлюсь, я сделаю свой марш-бросок обязательно, и мы закончим эти полы. В общем, мы погнали. Ну что, у нас следует наше продолжение. Как по предыдущему ролику на нашем другом канале вы поняли, что я уже половину залил, да, эту часть. И сейчас я приступлю ко второй половине. Подожди, стой, нет, нет, стой, нет, не надо. Все, Бимка, давай на улицу, пошла. Нет, все, подожди. Ну вы поняли, да, ну я чуток разгладил. Ну, страшного ничего в этом нету, да, это самое, как говорится. Наказывать никого не будем, ругать не будем, ничего страшного. Тут плиточка уложится, говорится, для лучшего сцепления и будет вообще прям шикарно. Зато весело и память, да, Барян? А Барян, он красава, Барян, иди сюда, иди, братан, иди, прораб. Ты шаришь, да, где ходить надо, а? Ты шаришь, Барян? А? Иди сюда. Пойдем работать. А? Усы твои, а? Выросли? Возможно, дождь пойдет. Вот. Поэтому нужно и машину мне надо вперед прогнать, чтобы до отсева кучи и до воды мне ходить. Сейчас я разгружу свой цемент. Давай, будешь помогать? Вот. Быстренько разгрузим и начнем заливать. Так что мы погнали. Будет жарко, интересно и нереально круто.
Что, Бимка, а? Поработали, да, от души, да? Ай. Так, уже от кучи почти ничего не осталось, да? Вообще думал, мне не хватит, хотя вот, прекрасно хватило. И кто вначале писал, что тут нету 12 тонн, я скажу, тут даже было больше 12 тонн. Сколько ушло в дом. Но куча вот эта, если кто помнит, она вот так была. Вот прям на весь двор. Тут вообще пройти невозможно. Что эта куча, что та куча отсева. Фу, в общем, что, я закончил. И все-таки я это сделал. Тут гора этих мешков вообще. Ты что такая радостная? Да и стоять, туда больше не пойдешь. Вот, так, что у нас тут вообще хана? Так, ну что, вот так, вот такая красота. Как я доволен вообще, как слон. Вот это до обеда заливал, да? Вот, она уже, смотрите, какая твердила. Ну, раствор хороший, хорошо схватывается. Я вам скажу, вот, работалось в одно удовольствие. Во-первых, не было этой жары, а жара выматывает просто, ну, нереально. Когда я заливал кухню-гостиную, я скажу, что по объему, не по квадратуре, да, а по объему, который я выработал, да, это уже в тоннах, наверное, будет измеряться. Я сегодня посчитаю, завтра вам утром скажем, когда стяжечку эту посмотрим, как она застыла, все, вот. Расскажу, сколько сюда ушло, потому что, ну, там слой был нереальный, но зато теперь красота. Красота, и у меня порожек все прекрасно вышел, вот он. Порожек, положится плиточка, и вот так вот, прям, ну, вообще тут пол сантиметра останется он, и вообще, ну, будет вообще супер. О, классно, я вообще доволен. Фу, здорово, честно. О, я даже не знал, что я даже не думал, что я залью за день, но все-таки получилось, и я очень доволен, вот так вот. Завтра с утра застынет, я вот эти места почищу, кое-где задел. Вот, а так классно, все везде один уровень, это вообще просто здорово. Теперь можно монтировать котел. Ну, евроконуса у меня в понедельник прибудут, я уже их домонтирую, нижние уже все сделал, верхние закреплю, и все вообще прям улетно вот будет. Котел поставлю, и можно будет запускать отопление. Ну и сделаю вентиляцию обязательно. Так что такие дела. Фух. В общем, мы справились. Я вашу поддержку чувствовал, поэтому у меня все получилось. В общем, завтра утром увидимся, я все покажу, как стяжка, как она подсохла. В общем, завтра уже утром поговорим. Сейчас пойду я, наверное, чуток чайку попью и отдохну. В общем, я погнал. Давайте увидимся. Так, ребят, смотрите, какой он красивый. Да? Да, всем привет. Ты сегодня идешь в школу, да? Ага, последний день. Последний день, да, перед каникулами. Ну все, поехали. Поехали. Па-бам! Да, наконец-то, да, сейчас многие будут ликовать, вздохнут и скажут: ура, здорово, наконец-то он залил. Конечно, скажет, мы в тебе не сомневались. Возможно, кто-то не поймет, и потому что у нас имеется два канала, и дело в том, что я это все залил за один день, да, вот. Правда, вы одну половину не увидели. Если вы хотите ее увидеть, эту половину, где я начал заливать, вот, и что натворила Бимка, обязательно переходите на наш второй канал, ссылка будет внизу в описании под видео. Канал называется «Домик у озера». В общем, вся та работа, что я проделал, она там, вот. Да, и многие задают вопрос, это два одинаковых канала или как вообще? Нет, это не два одинаковых канала. Кто не помнит, почему завели мы этот канал? Потому что были проблемы с первым каналом, был какой-то спам, была блокировка, у нас были, да, как даже прямо сказать, проблемы, в общем, были с YouTube, да? Вот, YouTube проверял канал на наличие, как сказать, спама и всего подобного. Да, удалял комментарии, в общем. Да, в общем, канал вообще стоял, он был в простойке, да, он не показывался в рекомендациях вообще, просто, да, его, можно сказать, остановили, да. Проверка, наверное, месяц шла. Да. Вот, поэтому мы, честно, уже думали, что канал этот уже все, как бы он... Вот, мы завели второй канал, где я уже объяснял, что вот такая ситуация, и спасибо тем, кто нас поддержал и перешел туда, вот. Потом канал тот восстановили, и мы больше начали опять снимать на этот основной канал, да. Что по тому каналу? Часто ролики не получается выпускать, потому что, ну, реально прям не получается, потому что, ну, время прям
Вот. Скорее всего, ну не знаю, я вот сейчас у вас даже задам вопрос, как вы к этому отнесетесь, что если этот канал я не то что отдам, да, он перейдет больше в владение моей дорогой супруги, да, как бы она его будет больше вести, да, она где будет показывать свои всякие там штучки, прибамбасики, декор, Уборку, готовку, организацию. Это будет тогда, когда мы уже будем собирать кухню, когда уже все будет готово, то есть не сейчас. Ты сказал. Кто не хочет увидеть, когда будут собирать кухню. В общем, более, наверное, он будет такой женский, женская нужна там, наверное, аудитория, женская рука, потому что это более, наверное, будет интересно женщинам, да? Вот. Ну я тоже там буду появляться, по-любому, без меня вообще никак, да? Вот. Что вы насчет этого думаете? Вот напишите, скажите, потому что мне реально просто... Ну, физически не успеваем мы вести 2 канала. Ну, не то, что физически, да, силы есть, времени нет. Реально, времени просто нет. Силы есть, можно и 10 каналов вести, на самом деле. Кстати, с рукой все не в порядке, сейчас вы начнете писать. Я просто поехал, вчера взял эластичный бинт, потому что нагрузка больше идет у меня на правую руку. Я ее забинтовал спинку, я вам скажу, еще можно было поработать от души. Работается намного легче. Я вам так скажу, процентов 30 сил экономится с бинтами, когда ты мотаешь. Мышцы спокойненько играются и работаешь прям классно. Главное, сильно не перетягивай. Вот. Так, отвлеклись. Поэтому насчет канала Домик у озера, вот, кто еще на нем не подписан, кто, возможно, хочет подписаться и не пропустить скоро вообще самые интересные ролики, это вообще... О домашнем быте, суете, о быте, о готовке вообще там будет, ну, нереально круто. Вот. Что вы насчет этого скажете, напишите обязательно, ребята, в комментариях, будет нам интересно на самом деле услышать. Либо вы скажете, не-не-не, давайте новый канал, да, вот. Хотя, по сути, ну, реально мы объясняем, что времени реально нету. По полу, сейчас тоже были вопросы, ну, по той части того канала. Насчет стяжки говорили, такая большая стяжка, прогреет ли ее эту стяжку? Ребят, да, все прекрасно прогреет. Если бы был ламинат, то, конечно бы, то было намного хуже, да, хуже и дольше. Смотрите, эта стяжка не такая, что большая, там, она не везде, к примеру, была там, где-то было 8 сантиметров, где-то 10 сантиметров, где-то 11 сантиметров, да. Я видел еще толще стяжки, вот заливается. Да, греться она будет дольше. Но так как контур у нее небольшой, нагреваться она, ну, я не думаю, что так дольше будет. Зато отдавать тепло она будет больше. И остывать она будет медленнее. И это не жилая комната. Ну как, жилая комната, это не спальня. Да, вот, это гардеробная. Это гардеробная, тем более у нас еще вот здесь теплые полы пошли, это вся единая комната. И здесь будут батареи. С коридором, да, дополнительно плюс еще будут батареи, вот. Мы уже за это говорили. Вот эти штуки надо будет почистить, сейчас шпательком пройтись, сразу убрать, все веничком. Самое, что мне понравилось, это наш порожек. Смотрите-ка. Четко, да? Четко, смотри, сейчас еще клей будет и плиточка. И практически прям, ну, в ноль будет практически, да? Вот это классно, когда ты не спотыкаешься. Раз, вышел, все, и он смотрится, он будет смотреться, да, не будет вот этой штуки, да? Ой, что-то заляпал я только, нехорошо. Ну, где же это, пленка, да? Да, ну пленочку уберем, это ничего, почистим. В Сочи вообще еще не такой было. На подоконниках не было пленки, на окнах не было, это все было вот так. Заляписто, мы это все оттирали. По отоплению я уже сказал. Ну, вот эти у меня получилось 6 штук. Ну, 3 контура запаковать, евроконуса я жду. И все. А это, по-моему, на том я говорил, но кто знает, то знает. Скорее всего, котел просто я чуть подшаманю, обслужу, почищу его, промою, возьму, покрашу. И на этот год мы его оставим. Во-первых, и проблем не будет, это не произойдет замена котла, не нужно опять каких-то разрешений ждать, потому что, как вы все видели, трубы газовые до сих пор висят. Сегодня уже у нас получается пятница, и поэтому я не знаю, приедут они сегодня, нет, буду опять звонить, ну как-то вот так. Поэтому этот котел, скорее всего, ну ничего, еще зиму отбегаем. Вот. А уже
там подсоберем денежку, я думаю, зиму проведем и уже какой-нибудь хороший котел купим. Там перемонтировать уже немного делов надо вот таких. Вот. Поэтому сейчас как бы есть более такие важнее, как бы сказать, дела. Расходы. Расходы. Да, расходы, и потому что нужно доделывать внутренний ремонт. Не хочется, чтобы мы на чем-то остановились, да? Хотя бы доделать до того, чтобы, ну, не было, я же объясню, пыльных работ, да? Не было вот этих страшных откосов, вот, проемов, да? Вот здесь надо сделать откосики, кстати, вот нужно будет заняться. На окне остались откосики. Электропроводку развести, по потолкам тоже нужно будет вот это все почистить, шелуху, что мешает. По плесени, кстати, все, успокойтесь. Я с вами хорошо соглашусь. Я пойду эту плесень зажарю горелкой, обработаю ее как бы лишний раз. Все, я понял. И вы еще сказали, у вас будет эффект парниковых. Я вам так скажу, у нас еще шторы будут в тех местах открыты, потому что у нас будут скрытые шторы. И то бишь вот эта сторона, часть, она будет открыта. Вот где вот именно вот плесень была, да, вот. И воздух там в любом случае будет циркулировать и проходить, поэтому успокойтесь, все хорошо. Да, вообще все продумано. Очень многим понравилось, кстати, прям сказали молодцы, прям круто насчет гирлянд, насчет скрытных розеток под потолком, прям всем понравилось, сказали молодцы, класс, прям здорово, да. Ну, на самом деле, не обязательно это прям под гирлянды, да, возможно, что-то вы другое там планируете, да, повесить, я не знаю, или сделать, установить. На шторах. Некоторые подсветку делают, ну, в общем. Все застыло, можно уже танцевать на самом деле. Это вообще непередаваемо, да, и какой-то кайф. Да? Нету труб этих вообще, не спотыкаешься, ничего, спокойненько ходишь, не знаю. И везде один уровень, везде, по всему дому. Да, это стоило много сил, я не спорю. И это нужно было заморочиться. Да, это, конечно, затратно. Выровнять уровень, поднять его, сделать. Но зато это вообще просто круто. Во-первых, ты не идешь и не вот этого, знаете, нету вверх-вниз, вверх-вниз. Спокойно идешь, везде один уровень. Во-вторых, я объяснял, роботов наших пустим. И они везде пойдут. Везде пойдут, им вообще не надо будет никаких препятствий. Вот. Будет классно, вообще здорово, тем более, да? Поэтому, не знаю, нам все нравится, все прекрасно. Насчет, смотрите, сейчас вы скажете, о, у вас там окна так потеют, да, видите? Ну, я объясняю, потому что здесь сырость, сейчас все закрыто. Тут столько влаги, просто, ну, нереально, да? Ну, и как бы тоже советуют вроде, как бы, ну, я не знаю, я как бы сильно не углублялся в это понятие, чтобы при заливке стяжки не было сквозняков. Ну, не знаю, это вроде не обои, как бы, и стяжка она не тонкая, не знаю, а как на улицах вот делают отмостки, там же постоянно ветрюганы и прочее, прочее. Там же не... Ну да ладно, как бы, да, я закрыл, ничего страшного, пусть стоит, как бы. Вот. И, конечно же, плюс был, вчера прекрасно было работать, мне было жарко, было приятно работать на самом деле. Вот. Поэтому что у нас сейчас? Дальше что мы продолжим? Да? Если честно, я даже не знаю, с чего мы продолжим. Мне нужно будет еще пойти подготовить машину, и, возможно, завтра мы поедем чуток отдохнем. Ну как отдохнем? На самом деле это не отдых, а адское невыносимое мышление. Что же взять? Да? Возможно, мы поедем в город. Но светильники, на потолочные светильники, на стенные светильники мы по-любому купим завтра, наверное. И обои по-любому надо купить. Обои, видишь, мы еще не везде решили тоже. Просто мы в кое-каких местах хотели задекорировать плиткой. Ну нет, не керамическая плитка, а вот под камень, да? Вот, гипсовый. И где-то что-то, не знаю, в общем, сегодня будем думать, будем решать, гадать. Тёмке нужно в спальню заказывать, там кое-что интересное, да, увидите. Мне кажется, если все получится, прям будет вообще пушка. Пушка, бомба, и я думаю, все получится, я смогу все сделать. Вот, поэтому нужно машинку будет подготовить. Помыть. Да, сегодня я так работать не буду. Я вчера от души поработал. По объему я вам так скажу, да, сюда на этот объем, за квадратуру я вам сейчас примерно скажу. Если брать по площади, по объему, если у нас соседние комнаты большая, у нас 20 квадратов, да, плюс мы еще здесь возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, где-то 25 квадратов я забил, да.
Но по объему вышло больше, потому что у меня ушло тонну 200 с чем-то только цемента у меня ушло. Ну, тонну 200 будем говорить, да, грубо. Любимый, можно смотреть на камеру? Не могу я смотреть на камеру, когда рядом такая женщина. Вот. Поэтому получается, расход сюда ушел на 25 квадратов площади, заливки теплого пола. Прибавляем 1 к 3, получается у нас 4 тонны, итого по 2, дважды 4, ну, короче, без воды 4 800 сухих смесей здесь ушло, почти 5 тонн вчера улетело. Там куча прям конкретно сузилась, теперь можно на машинке проезжать. Зимой можно будет в гараж ее загонять, чтобы снежок не шел. Вот. Поэтому не знаю, чем я буду заниматься. Возможно, сейчас какие-то мелкими вещами, да. Вот это почищу. Может, откосы начну, не знаю. Вообще хотел в Леркину комнату пойти, ну посмотрим. Посмотрим, как пойдет, ребят, как пойдет. Надо же еще сегодня позвонить. Кому? Или это потом? Нет, это потом скажу. Потом, ладно, потом. Дороги. Может, человека нету, мы сейчас... Да. Вот это вот. А вот здесь вот что мы будем? Просто надо выровнять и все, да? Так же, как и откосы гипсокартоном или как? Каким гипсокартоном? У меня гипсокартона вообще нигде нет. А вот здесь... Пеноплест. Пеноплет? Пеноплест. Зачем тут гипсокартон? Здесь выровняем и, возможно, как-то это облагородим. Знаешь, что я думала об этой рамке. Единственное, вот здесь-то у нас дверь будет, вот так пойдет. И как это будет? Ага. Кстати, да. Поэтому надо это как-то... Можем подвинуть дверь. Главное, да, и мы там можем, главное, чтобы котел поместился здесь. Котел-то поместится. Котел, что там того котла-то? Всего ничего. Надо померить, в общем, и как-то это... Вообще, да, еще сюда купешные двери же пойдут. Как будет закладная, как она будет крепиться, и нужно будет ее на пол крепить. Но это после того, когда плитку мы положим. Да. Плитку. Ты котел же надо тоже после плитки или как? Или можно по котел поковырять? Я даже не знаю, какие снизу закладные. Под котел? Нет, под двери. А здесь и плитка ровная, зачем туда? Да не надо, наверное, туда. Там как салазки же будут бегать. Да. А они, наверное, будут на какой-то пластине железной, правильно? Ну, вообще, да. И тогда, по сути, не нужно балку никак. Просто если ты балку поставишь, это будет некрасиво. Ее нужно обрабатывать или в белый цвет какой-то. Надо будет посмотреть, что там за Надо фигня. посмотреть, как она устанавливается, потому что это важно, чтобы это красиво. Я вот здесь фоточку вставлю, какие двери будут. Просто люди Да, многие не, обычные вот купешные двери будут. И сверху зашьется гипсокартоном, да? Да, чтобы не видно было вот этого всего. Да, это чисто, чтобы как бы спрятать котел, да, как бы. А раз сбоку брали, если надо, что обслужили, зашли тут как бы, вот. А здесь все стандартно становится. Ну я не скажу, что сильно потолки, да, уменьшились. Нормально, мне кажется. Да? Ну вот свободно, да, я метр Да 7. не, нормально. Метр, может. Кстати, холодильник нужно уже вести. Там и посудомойка наша, и это. У нас громадный холодильник. Больше, там слона можно поместить. 600... 600 чем? 625 литров, по-моему, объем. А сейчас у нас, я не знаю, литров 30, наверное. Вот такой советский маленький. Саратов, Морозилка, Саратов. Курицу одну положила, и все, и морозилка это. Морозилку приходится за месяц 2 раза размораживать, потому что он туда более дома обытывается. Да, Вот. там нет уже этой автоматической. Да, надо на прицепе привезти, и, да я не знаю, куда его. Либо нет, надо, знаешь как, надо... Да можно его сразу даже в гостиную занести и все. Так, ладно. Ладно, я не знаю, что-нибудь увидите дальше, работу или нет. В общем, мы погнали. Детей мы в школу отвезли, Лерка в садике, Тёмка учится. В общем, все нормально. Я пошла работать. Все в работе, все пошли, всем прекрасно. Вам тоже хорошего рабочего дня, если вы работаете. Вот. Ну а если вы отдыхаете, то вам приятного отдыха, да, и, конечно, приятных просмотров. Погнали. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем.
Деревья попилили, я же говорил, вон сколько. Не знаю, будет они вывозить или нет. Если нет, то придется это, конечно, все убирать. Работа есть. Хорошие такие пеньки. На шашлычок пойдут. Вот. Ну, вот это на мусоре тоже надо. Надо будет все убрать. Вон ветки. Фух. Так. Что это мы за порядок заговорили, да? Все потому, что опять света нету, пилят деревья второй день. Вовремя я залил. Вчера был такой смешной случай, сейчас расскажу. Здесь тоже все хорошо. Убрались. Вот уже нормально. Уже прекрасно. Если завтра в город приедем, с города приедем, а здесь все чистенько, все хорошо. Вот, и настроение прекрасное. Поэтому. Так, что у нас? И что, кучи собрал. Вот эту трубу. Я здесь. Эту трубу, я думаю, не цементом ее заделать, а запению. Просто здесь запеню, она как раз утеплится. И внутри также все запеню. Что бимка. Ей так понравилось то место, которое я приготовил. Сейчас покажу. Вот. Надо будет один день зайти, вот эту траву. Ну, там в основном арбузы. Тоже все убрать, потому что уже все моментально все прекратилось расти. Так же, как и огурцы. И на огороде тоже надо будет. Соответственно, ну, синенькие еще потихонечку растут. Помидоров там уже совсем чуть-чуть осталось. А молодые огурцы прям вообще хорошо пошли расти. Ну, не знаю, будет тепло, пусть растут. Зелень хорошо еще есть. Вот, поэтому, что удивительно, смотрите, что выросло. Я не знаю, от какой-то семечки. У меня томат вырос, новый. Вот, не знаю, откуда он, как здесь появился. Вообще просто. Сейчас же я редко захожу на огород. Тут, в принципе, да, и делать-то нечего. Вот. Базилик, не знаю, может еще сушить, потому что, ну, его, если честно, уже и девать некуда. Вот. Так более-менее порядок. Сейчас, наверное, займусь котлом. Вот, надо будет почистить все это, наружную часть. Вот, и поехать в магазин, взять баллончик краски, покрасить, промыть его. В общем, здесь все убрал. Там мешки остались, 2 с цементом, 40-ки накрыл их. И сюда бимки постелил. Видите, у нее все есть. У нее одеяло, подушка, вообще по фэншу. Бимка, иди сюда. Иди-ка, тихо. Она сразу прибежала и туда легла. А? Будешь здесь? Это твой дом? Я просто что думаю, скоро ж холода. А ей надо будку делать. Да и вы многие. Ой, вообще. Иди отдыхай. Вот, а здесь готовая, по сути, будка, да? Вот, смотрите, да? Что мы сделаем? Мы вот так закроем. Здесь тоже чик-чик. Ей сделаем вход или типа дверцы. Вот, внутри можно обшить пеноплексом. Вообще будет тепло капитально. Но пока на эту зиму хватит. Она здесь будет рядом с нами, да? Булька. Вот. А на следующий год уже какую-нибудь конкретную будочку мы сделаем с крышей, там, с ее автографом, не знаю, там даже с ее изображением. Ну, что-нибудь прикольное замутим. Вот. А если прям сильно холодно будет, можно вообще даже взять теплый пол и электрический сделать, она вообще там будет кайфовать. Да? А? Что думаете? В общем, такие дела. Вот. Я же не рассказал за свет. Вот. Вчера я же начал заливать. Сейчас же опять выключи. Ра! Ты что таким лицом смотришь? Ты что там перевернул? А? Этот кусочек я залил. Вот здесь вот так. Чик. И выключили свет. Все. Я сначала смеяться начал, потому что, представляете, если там я залил вот такусенький, а здесь вообще вот так залил полоску. Слава богу, через минут 20 дали свет. Ну, храпит, да? Усы, да, какие у него? Помнишь, говорили, усы у него этот? Ломаный, не ломаный. На самом деле, я не знаю. Но на то, что насчет витамин, то вряд ли, потому что мы ему все давали. Просто говорят, как сказать, переходном или подростковом возрасте у них бывает ломка усов. Сейчас ломка шикарная. Красивый. В чем прикол? Вот он идет только к Теме. Все. Тема спать ложится, он никому из нас не подходит, он идет к ногам, ложится и все там, и там начинается. Он чисто с ним играется. Еще линяет он, правда, ё-моё, надо вычесать его будет. Скупать их нужно будет обязательно, его и бимку проглестить еще раз, и ошейники им опять одевать, я не знаю. Вы говорили какие-то капли, да, кто-то писал? Типа капают, напишите, что за капли, вот просто я ни разу не использовал. Безопасны ли они, потом если капнут, он слежет это и кирдык будет, да?
Что глаза? Не умывался, что ли? В общем, что у нас? В принципе, на этом, наверное, все по работе. Тут такого ничего нету. Я же говорю, если ветки не уберут они за собой, то надо будет, ну, свет опять жду. У меня есть пила электрическая, сабельная. Я все попилю тогда, мелкие поджигаю, крупный на шашлычок оставлю. Вот. И пойду, наверное, сейчас машину подготовлю к городу. Я еще не знаю, решили мы или нет. Вот. Решим мы или нет. Но если решим, то поедем. Поедем в город. Вот. Поедем в Пятигорск. Даже в Пятигорск мы не будем заезжать. Мы, получается, со стороны Георгиевска, если... Даже не Георгиевска, еще что ближе у нас есть. Но если, в общем, подъезжать, это со стороны, где Лира, рынок, вот это все, да, получается. Да, мы даже в город не будем заезжать. Вот. Мы с этой стороны подъедем, потому что вот эти обои светильника базы все с этой стороны были. Вот. Ну, не знаю, может на рынок даже зайдем. Там, ну, там нереально ходить, ребята. Там сейчас новый рынок, это неделю нужно, чтобы это все снять. Потому что там рядов этих вещей, ну, что там только нету на самом деле. Кто в Пятигорске был, как бы, ну, все знают, да, это. Там очень большой рынок. Но больше всего, по-моему, шубы там славятся, да, наши? Не то, что наши, но пятигорские говорят шубы, да, они везде, по-моему, эти выставки ездят там, вот, поэтому поедем посмотрим. В любом случае, я же говорил, светильники мы возьмем, а остальное уже подумаем. Сегодня порешаем, посмотрим, сколько нам нужно обоев, где у нас будут обои, вот, и как бы все это нужно учесть, записать. И возьмем, потому что... Там, кстати, 2 комментария были по поводу шпатлевки, типа, зачем вы стены будете шпаклевать, если вы покупаете обои под покраску. Смотря какая краска, ребят, если у вас, вот, смотрите, видите, темные места. Здесь, ладно, кабель. Где-то темное место, если вы нормально не зашпаклюете, у вас не толстые обои, это сколько слоев краски вам надо красить. Вы просто понимаете, когда, не знаю, может у вас, как бы, как сказать... Не, обои разные. Ну, допустим, в Сочи... Обои разные, краска разная. Смотри, ты наклеил, темное место видно. Темное место. Ну, я не знаю, после покраски это темное место уйдет или нет, я не знаю, да, как бы. Так, если вы, конечно, клеите обои, опять же, ну это вот, как сказать, на ваше усмотрение, да? Если у вас толстые обои, но опять же, смотрите, еще в каком минус. Если где-то вы плохо заштукатурили, у вас где-то неровность будет, и когда вы будете клеить, эта неровность или провалится, понял? Или покажет потом. Ну, понял. Тоже как бы такие есть моменты, да? А так, если, ну не знаю, ну можно и эту же штукатурку зашухрить, да? Зачистить, взять. Ну, опять же, здесь мелкие дырочки, неровности, я же говорю, где стык будет на обоях, если там это выльется, то... И ну, здесь-то будут шкафы. Но здесь у нас тоже, смотрите, да, как, у нас здесь все будет в шкафах, да? По факту сказать, ну тут вообще обои не нужны, но а как сверху нам? Ну, многие сейчас скажут, зашпаклюйте и покрасьте, да? Да, просто вот здесь у меня будет туалетный столик, да? Ну это перерасход, представляешь? Вот какой смысл нам за шкафами клеить обои, по сути, да? Смысл какой? Не, ну смысла нет, ну просто как в одном месте... Просто, может, скажут, ну не эстетично. Вообще, многие, знаешь, как бы, многие даже за ванной плитку не ложат, потому что ее не видно, понимаешь? Не, у нас-то везде будет плитка. А здесь, по сути, шкафы-то высокие. Ну зачем нам клеить здесь обои? Ну а где будет туалетный столик, зеркало? Ну ладно, мы вот так полосу наклеим здесь метровую, она как раз метровая, и здесь обои будут. Ну по сути, они вообще видно не будет. Тут даже плинтусов за шкафами не будет. Зачем здесь широкие, дорогие плинтуса, если их видно вообще не будет? Зачем они там Не, нужны? ну плинтуса понятно. Ну ладно в спальне, да, там где кровать, вы же там плинтус не поставите, вы по-любому поставите, да? В спальнях, да, там. Ну а здесь, считайте, все будет в шкафах. В шкафах, пеналах все будет заставлено. В коридоре, да, конечно, будет, это видное место. А здесь, ну я не знаю, ну сами что насчет этого думаете? Вот. Смысл есть тут клеить обои. Гардеробная не будет переставляться. Это знаете, это как напоминать будет раньше, вот стенки ставили, громадные продавали стенки, и все, и в них там были и кружки, и чашки, и телевизор там же стоял, и вот эта стенка там на всю жизнь ставилась. Вот.
В любом случае, если будет заменяться шкафы, но они будут аналогичные ставиться, не будет этот шкаф Ну, ниже, понятно. ниже, выше, как бы. Поэтому я не знаю, как бы здесь. То же самое за кухней, да, смысл? Ну и то же самое, как бы, да, ты за кухней, зачем за кухней шпаклевать, я вот это вообще не понимаю. Наоборот, не нужно. Наоборот, сцепление с плиткой будет с этой намного лучше. Зачем за кухней шпаклевать? Ну там мужик и написал, что сцепление с этой лучше, и даже обои вот на вот эту штуку клеятся они лучше, чем на Да я вам так скажу, ребят, любые обои будут круто клеиться, главное грунтуйте стены. Многие к этому скептически относятся, я вам скажу, это неправда. Грунтуйте все и вся, вообще, все, что возможно, все грунтуйте. Мой вам совет, берите концентрат, я вам скажу, это классная вещь. Я брал грунтовок, сколько канистр брал. Та же цена выходит, разбавляется в основном все концентраты 1 к 10. Но разница вдвое, втрое ощутима, понимаете? Тот же концентрат я развожу, но он намного сильнее и круче, понимаете? Вот здесь я один раз проходился, и у меня нигде ничего не треснуло, да, штукатурка, я имею в виду. В тех местах, комнатах, я помню, один раз прошелся, думаю, классно. Начал штукатурить, начала гипсовая кое-где трескаться. Пришлось там водичкой затирать, что-то как-то делать, опять заново грунтовать. В общем, те же самые обои хорошо прогрунтовать, и я вам рекомендую хороший взять клей, качественный клей. Потому что обои это вы наклеили и все, правильно? Вы же через 3 месяца не будете менять, через год не будете, да, менять? Ну ладно, через 2-3 года, да? Но просто потом, когда начнут у вас отходить швы отходить, отслаиваться, это будет вообще некрасиво. Возьмите хороший реальный клей, хороший клей, поклейте его, и будет вам счастье, прогрунтуйте, и вообще все будет классно. Поэтому я же говорю, сегодня нам нужно все посчитать, где будут обои, где не будет обоев, как раз вы нам еще сегодня тоже подскажете. Вот. Где шпаклевать, где не шпаклевать, тем более, где будет стена с декоративным кирпичом, зачем там шпаклевать, смысла нету никакого, вообще никакого нету смысла. Вот. Вот так и выйдет, по сути, да? Где будет кухня, тоже не надо, где будет... У нас 3 окна больших. 3 больших окна. Ну, не, ну там же что-то будет у вас. Какие-то обои будут под покраску белые обычно, правильно? Да. Ну там можно шпаклевать, там всего немного на самом деле, да, поэтому, да, вот. А так, по сути, тут и шпаклевать-то нечего. Леркина, Тёмкина спальня наша. Кухня-гостиная, считай. Наша мы тоже же не решили, что будет на той стенке, а если будет что-то, то там тоже одна стенка. Да, и тут по сути и нечего шпаклевать, поэтому надо все четко посчитать. В общем, я погнал, посмотрю машину, подготовлю ее к городу, детей заберем и там посмотрим. Если что, там увидимся. Не в городе, здесь, с детьми. Вы поняли? Я пошел. Мы уже приехали, детей забрали. Вот. Так что машинку я подготовил, завтра на город, в принципе все идет по плану и скорее всего мы завтра поедем, вот, ну 99%, а там посмотрим, вот. А еще раз, по комнатам мы еще ничего не посчитали, сколько нам нужно обоев. Сейчас уже пойдем, возьмем тетрадь, ручку, рулетку и будем все мерить, высчитывать, смотреть, гадать. Еще до утра у нас много времени, поэтому сейчас мы в любом случае определимся, что нам нужно. Вот, но половина из того, что мы хотели, мы скорее всего купим. Не скорее всего, мы уверены в этом, потому что ну, тоже не хочется отлаживать, растягивать это все как-то, надо принимать решения. Воплощать. В принципе, обои, светильник это же не такая прям, ну знаете, супер такая, как сказать, не то что не важная, да, эта вещь, я имею в виду, это легко заменяемая, те же обои их можно запросто переклеить, если вдруг что-то как-то может не понравиться или не впишется в интерьер, но все же я надеюсь, я думаю, мы все грамотно, классно подберем, что не нужно будет ничего переделать, вот. Вот, на самом деле это же не как плитку положить на пол. Представьте потом эту плитку, попробуйте отдирать, да, и заново ложить. Поэтому мы постараемся оптимально все вот, сделать все грамотно, как надо. Вот. А на этом, наверное, мы будем заканчивать. Я вам скажу, я доволен и вчера, и сегодня как слон, потому что
Наконец-то я залил полы, а сегодня почему я доволен? Потому что у нас света полдня опять не было. Нет, это не в том, что там частое отключение, на самом деле опилка деревьев идет. Но это и хорошо, потому что сейчас ветра, не ветра, осень, сами понимаете. Если близко к проводам деревья, ветки начнет, а провода биться, начнут замыкать, и тогда вообще и авария может, и подстанция сгореть, и тогда, говорится, проблем вообще не оберешься. Поэтому все правильно, грамотно опилили. Ну, в начале улицы вроде убрали кое-кого, я не знаю, может люди убрали, но костров я не видел сегодня и вчера ночью. Вот. Поэтому, если не уберут, как раз я с Пятигорска приеду, вот. Если не уберут, то, наверное, эти ветки пойдут на шашлычок. А остальные сожгу. Сожгу, а залу куда-нибудь пущу. Хотя уже огород тоже уже не этот. Но все-таки можно куда-нибудь его упаковать на следующий год. Мешочек, вот, и пусть будет потом на удобрение пойдет. Вот. Поэтому, не знаю, как у вас, но у нас вообще класс. От души, мои хорошие, мои дорогие. На самом деле вы меня восхищаете. Некоторые люди, да и вообще многие, которые пишут, я вам скажу, вы очень находитесь в сложных ситуациях, не совсем все хорошо со здоровьем, но у вас до того мощная сила духа, что честно, я иной раз вами просто восхищаюсь. Всеми вами, кто прошел этот жизненный путь, у кого он был очень тяжелый, кто в 1000 раз упал, но все равно встал и пошел, он смог найти в себе силы. Я вам говорю громадное спасибо вам за это. Спасибо, что вот вы делитесь вот этим, что вот так произошло в вашей жизни, вам ничего не стыдно сказать, что вы были в какой-то определенной ситуации, но Сейчас вы молодцы, вы идете вперед, вы живете в живчике, молодцы, да. Я вас буду, как всегда, мотивировать, мои дорогие. Я, конечно же, от всей души вам желаю громадного вам здоровья. Вот, чтобы силы ваши не иссякали никогда, они всегда были с вами, да. Мы очень много еще с вами сделаем, очень много. Потому что те люди, которые писали уже в возрасте, находятся и какие они вещи делают сейчас, на самом деле, вы мне еще раз говорю, восхищаете. Кто красавчик? Вы красавчики, спасибо вам за это. Спасибо, что открываете душу и делитесь со мной этим же. Недавно был такой интересный маленький комментарий, он меня просто сильно зацепил, он просто, это вот, как сказать, выстрел был в таких эмоциях нереальный. В общем, суть до дела, и наш подписчик смотрит наши ролики, вот, и смотря эти ролики, получает хорошие положительные эмоции. В этот весь момент просмотра роликов он улыбается, получает хорошее настроение. И тут подходит внук, извините, пожалуйста, за память, или внучка, и спрашивает: бабуль, почему ты постоянно улыбаешься, когда смотришь дядю Федора, он нам что, родня? И после этих слов, знаете, на душе стало так тепло, горячо и уютно. На самом деле, чувствовал себя родным человеком для вас. На самом деле, это было очень приятно. Это невозможно передать, потому что это нужно чувствовать. Вот. Я желаю, чтобы вы все, кто одинок, чтобы вы обрели, конечно же, родню, чтобы вы не были одиноки, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вас окружали близкие, родные люди и помогали вам. Было у вас надежное, крепкое плечо, мои дорогие. У всех все у вас будет хорошо. Да, живите, дышите, наслаждайтесь этой жизнью. Мы еще многое с вами сделаем. Да, будем по-любому мотивироваться. Не-не-не, никаких там расстройств, ничего. Бимку никто не ругал, не переживайте. Нормально на бодряках она там вообще. Мы еще не одну печать поставим, вот увидите, я вам еще говорю, да, и только на позитивчике, и только на хорошем мы будем заканчивать этот ролик, мои дорогие. Еще раз берегите себя, будьте здоровы, и пусть все у вас будет хорошо, как всегда, надолго не прощай. Скоро мы с вами обязательно увидимся, всем счастливо, всем пока.